Всем привет! Хотела вам показать, как мы заготавливаем, разжигаем, готовим камин. Сейчас становится уже прохладнее к вечеру, поэтому мы зажигаем в нашей living room или гостиной по-русски. Мы зажигаем каждый вечер камин. Вот Колин сейчас нам настругает вот таких деревяшек, чтобы было легче их разжечь. А потом он почистит камин, их разложит и зажжет. Так что вот такое начало. Каждый раз он это делает, каждый раз чопит это все дерево, которое нам ребята привезли. Вот там у нас находится. Я уже показывала, но вот целую кучу нам завезли. Потому что дерево в Англии на самом деле дорого стоит. Вот. Но вот у нас ребята работают, компания у них своя, которая чинит крыши. Там, не знаю, уж инженеры там они, кто, не знаю. Вот. И когда там снимают они какие-то, может быть, в старых домах, вот у них набралось, они нам завезли. А вот рядом бокс, я уже показывала, это для угля. То есть мы разжигаем, а потом просто топится это все углем. Вот, так что процесс пошел. Так, ну вот наш камин в нашей living room. Вот выходит все это туда в сад. Так, вот Коля начинает его чистить. Вот так мы сначала вытаскиваем всю золу. Пакетик складываем. Вообще золу можно использовать, я знаю, для цветов, для земли. Но так как мы сжигаем очень много на улице, у нас специальный такой бак для сжигания всякого мусора. У нас очень много золы, я рассыпаю ее. Эту я просто выкидываю. Вот дымоход там внутри прочищается, это все снимается. Все прочищается, все выкидывается. У нас дом старый, поэтому, но не вегетарианский, у нас следующее поколение. Вот, поэтому остались еще настоящие камины. Было у нас два. Один у нас был там, где столовая, но его замуровали. Вот, ну вот это все выкидывается, накидывается туда то, что мы нарубили на улице. Ну, камин очень любим. Он какой-то прям придает уют и спокойствие. Очень приятно смотреть на огонь. Очень тепло в комнате. Как-то уже без камина, когда он не топится, уже как-то уже не так. Поэтому вот становится уже сейчас октябрь, становится прохладно. И поэтому мы вот теперь его затапливаем. Летом, конечно, мы этого не делаем, потому что очень жарко. Смысла. Вот так вот у нас выглядит. Но камин этот мы тоже будем дорабатывать. Вот здесь вот выложено, это мы выкладывали такой мозаикой из камней. И такая же мозаика будет вот по этим белым стенам. То есть камин будет такой серого цвета. Так, ну вот очень просто. Он просто поливает для розжига специальной жидкостью. Так что камин немножко будет выглядеть по-другому. Ну и все это зажигается. Вот, и когда все это разожжется, будет гореть, мы тогда уже подбрасываем уголь. Вот, тут что-то у нас стоит, всякие какие-то Колина мотоциклы. Он у нас фанат мотоциклов. Такое зеркало, это я его
Сделала под шабишик. Было старое зеркало деревянное. Я его покрасила. Сделала его таким под старение. Вот такие стоят у нас здесь пушки. Если вы видите, вот это пушки старинные. Это еще у Колина остались от его бабушки. Специально ставится у камина такой декор. Ну вот сейчас он просто забрасывает уголь. Уголь побросали. Ну и все. И потом сейчас вот уголь разожгется и будет все это поддерживаться углем. Или же мы подсыпем еще дерево. Ну вот так вот это происходит. Вот покажу еще. Вот у нас там лампа стоит. Вот, кстати, вот этот стол. Я тоже его покрасила. Был старый заброшенный стол. Я его, видите, его сделала на нем декупаж. Покрасила его белой красочкой. Сделала под стиль шабишик. Такой, или стиль Прованс, как хотите. Состаренная. Ну вот ничего такое вроде. Вот. А эту картину родители подарили. Когда Колин, мы еще не жили вместе, он приезжал в Россию, родители мы сделали такой подарок, потому что он очень-очень любит Санкт-Петербург. И они ему подарили вот такую картину с собой. Ну вот она у нас чуть расклеилась, рамка, надо будет ее немножко там подделать, подклеить и повесить вот на эту стеночку. Вот, здесь у нас собачка живет. Вот такой вот у нас диванчик с креслицем. Тут вот еще одна лампа стоит на продаже, но пока не продалась. Не знаю, такая прекрасная лампа, и что-то она у нас подзастряла. Вот, а вот цветочек вот этот вот, это была пальма. Стояла она у нас в ванной очень долго. Она засохла, не знаю, ей не нравилось, там, видимо, мало света было. В результате я ее вытащила на улицу. Я думала, что пальма эта умерла. Потом я решила все-таки отрубить ей верхушки. И вот что вы думаете, вот это все зацвело. То есть она оказалась живая, пустила новые ростки. И причем о них много. Было-то всего там 2 или 3, а теперь их столько много. То есть вот, оказывается, надо как с пальмой обращаться. Если она у вас вдруг загрустила, просто обрубите ей головы. Вот немножко еще садика. Но садик я вам уже свой показывала. Сегодня такое солнышко опять у нас, но уже прохладненько, конечно. Уже все чувствуется осень. Уже чувствуется, что дело идет к зиме. Вот это, кстати, я купила. Слушайте, пошла в магазин для подарков. Сидит вот такое чудо. И почему-то это мне так напомнило моего мужа. Я смотрю, ну одно лицо. Думаю, ой, ну это надо вообще, это точно надо принести ему подарить. Он, правда, долго возмущался, почему это похоже на меня. Я говорю, ну не знаю, вот увидела и все, и решила, это Колин. И вот у нас теперь такой вот Колин сидит в углу на подоконнике. Ну вот сейчас вот немножко притух наш каминчик, но он разгорится. Буквально, думаю, через пару минут. И будет у нас тепло и хорошо. Обычно мы камин зажигаем в районе где-то часов, наверное, 7-8, когда уже темнеть начинает. Но сегодня выходной день, сегодня решили пораньше, и мы сегодня дома. Мы только поездили по магазинам с утра. Вот. Вот это вот ведро у нас для угля. Вот уголь там. Ну вот так вот. Небольшую вам экскурсию, то, как разжигать камины. Ну вот разгорелся наш камин. Вот так горит уголь. Вот сажусь я на диванчик. Смотрю я телевизор. И смотрю я одновременно на камин. И меня это так успокаивает. И так это тепло и приятно. Да, Мирошка? Да.
А Мирошка смотрит таблетку, тоже что-то на YouTube. Так что YouTube у нас везде, всегда с нами. Очень хорошо. И тепло, и спокойно, и уютно. За окном становится уже темнее. Краски сгущаются. Скоро наступит темнота и зажгутся. Кстати, я вот вам, не знаю, заметили вы или нет, вот у меня там еще такие вот, видите, фонарики установлены. В каждой практически у меня клумбе. И вокруг самого садика, где стоят, а лежат камни, вот у меня еще стоят такие фонарики. Вот, и когда темно, эти фонарики, они на солнечных батарейках, все это зажигается, тоже смотрится очень симпатично. Забор, правда, у нас кривоватый, но это все, как я уже сказала, мы, конечно, этот дом будем переделывать, достраивать, пристраивать. Планов громадье, осталось только за малым. Все это осуществить, первоначально заработать на это денег. Да, Колин? Самый главный дизайнер. Сейчас Колин там поколдует. Все, поколдовал. Горит хорошо. Пришел, проверил и ушел. Ну вот, и всем хорошего вечера, если у вас вечер. А может быть и хорошего утра. Кому как.